Друзья, приветствуем всех на канале Мистера Киши. В этом видео я, хозяйка Мистера Киши Наталья, расскажу вам о том, как правильно обучать попугайчика разговаривать. Дело в том, что мы получаем очень много вопросов на эту тему и решили подробно ее осветить. Соблюдая 5 простых правил, вы точно добьетесь успехов, так же, как и мы с Кешей. Кешечка, Кешечка, Кеша, Кеша. Здравствуйте, вас приветствует мистер Кеш. Итак, правило номер 1. Обучение попугая необходимо начинать с возраста от 1,5 до 3 месяцев. Можно и немножко позже, но вашего усердия в этом случае потребуется больше. Если вы не знаете точный возраст вашего попугая, не расстраивайтесь, потому что в любом случае с этой птицей необходимо часто общаться и разговаривать, что-то ему рассказывать, напевать, так как волнистые попугаи – это стайные птицы, и им жизненно важно общение, чтобы быть бодрыми, веселыми, активными и здоровыми. Правило номер 2. Попугайчик во время разговорного урока должен быть один. Если у вас уже есть попугай или вы завели нового молодого попугайчика, его необходимо отсадить в отдельную комнату так, чтобы он не общался со своими сородичами, а только с вами, привыкал к вашему голосу и к вашей речи. Правило номер 3. Очень простое и очень короткое. В комнате во время обучения птицы, попугая не должно быть каких-либо посторонних звуков, например, музыки, разговоров или щебета других птиц, и даже щебета птичек за окном. То есть должно быть максимально тихо. Правило номер 4. Попугайчик во время обучения и до того, как вы приступили к обучению, должен быть спокойным, то есть в спокойном состоянии. То есть он не должен заниматься, например, чисткой перьев или перемалывать зерна в забу или чирикать с упоением, как это бывает у них по утрам. Хорошее время, например, когда он отдыхает в послеобеденное время. Очень замечательное время перед сном, когда в комнате уже сумерки, и можно даже накрыть аккуратно часть клетки тканью, чтобы создать полумрак, и птичка успокоилась. Можно даже обучать попугая в темной комнате, это тоже дает очень хороший эффект. И, наконец, правило номер 5. Выбираем для обучения только одно первое слово, желательно с шипящими звуками. Обычно это имена попугайчиков, например, Тоша, Яша, Кеша, Арчи, Тимоша, Степаша и другие слова, желательно из 2 слогов. Подходим к птице или берем птичку на руку, если уже удалось ее приручить, либо вот подходим к клетке и очень четко, ясно, с расстановкой и с выражением произносим это слово. Кеша. Кеша, Кеша, Кеша. Если в комнате совсем темно, то говорим немножко тише, так, чтобы птичка не напугалась, особенно если она у вас еще не ручная. Итак, помним, проговаривая слово, помним правило номер 3. В комнате должно быть тихо, и попугайчик должен быть спокоен. И в этом случае ваша птичка обязательно к вам прислушается. И повторяем это слово не менее 50 раз. И затем в течение дня подходим так 5, можно 10 раз подходить, то есть в зависимости от времени, которым вы располагаете, да, и состоянием птицы. То есть какие-то дни птица очень активна, а в какие-то дни она более спокойная, и можно чаще с ней позаниматься. И через месяц ваш попугайчик точно скажет это слово, а может даже и раньше. И только тогда мы переходим к следующему слову. Например, Яша хороший и так далее. По нарастающей. Не забываем повторять старые слова. В течение года ваш попугайчик привыкнет к вашей речи, и если вы возьмете второго попугайчика, то большая вероятность, что он тоже заговорит, научившись от первого. Особенно это касается самцов. Ну и, конечно же, если вы также будете заниматься со вторым попугайчиком. Если ваш попугайчик уже взрослый в данный момент, и научить говорить его вам не удалось, может быть, то все равно не расстраивайтесь и обязательно находите также достаточно времени, чтобы пообщаться со своим питомцем. Доброе утро. Кешечка, доброе утро, мальчик. Доброе утро, красавчик. Зернышки будет кушать, мальчик? Помните, что для этой птицы, для попугаев, для волнистых попугаев крайне важно общение. Вы можете ему читать, например, напевать или просто что-то рассказывать. Желаем вам успехов в обучении и в общении с вашими пернатыми питомцами. Всем пока, всем добра. Будет кушать зернышки?